Коронация от Плющенко. Трусова выиграла этап Кубка России и опоздала на поезд. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова одержала вторую победу на этапах Кубка России, после чего опоздала на поезд в Москву, но была вознаграждена своим тренером Евгением Плющенко президентским номером в одном из отелей Казани. Трусова, шедшая после короткой программы второй, в сумме набрала 248,63 балла, лидировавшая после короткой программы действующая чемпионка Европы Алена Косторная в итоге стала второй 226,31, замкнула тройку Майя Хромых 212,72. Президентский номер в качестве бонуса. Трусова была довольна плацдармом, занятым еще в короткой программе. Она набрала 77,42 балла при несделанном тройном акселе, и отчетливо понимала, что в произвольной все зависит только от нее, и серии ее четверных прыжков. Ее стандарт конца прошлого сезона и начала нынешнего – 3 четверных. Он совсем не по душе фигуристке, позднее, возобновление тренировок после карантина, недостаток соревнований заставили ее смириться лишь с 3 прыжками ультра-Си. Однако в казанской произвольной она и ее тренеры Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов дали добро на 4 четверных, сальхов, лутс и 2 тулупа. После первых и чисто выполненных сальхова и лутса, вопрос о победительнице был практически снят, несмотря на огромный авторитет Косторной во второй оценке. Впрочем, авторитет Трусовой, никогда не считавшейся компонентной фигуристкой, поднимается и в этом отношении, ведь за произвольную вторая оценка Александры составила 70,32 балла, Алены – 72,40. Алене и Саше поставили практически одинаковую оценку за компоненты. Саша прибавила во второй оценке, отметила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. С третьего четверного тулупа Трусова упала, но затем показала едва ли не образцовый каскад четверной тулуп Ойлер, тройной сальхов, который судьи вознаградили еще и бонусным баллом. Четвертый четверной она исполнила во второй половине программы с блеском, и в каскаде с Ойлером и тройным сальховым. Трусова – герой. Она заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд, пусть он и неофициальный. Значит, будет официальным в скором времени, отметила Тарасова. Трусова набрала в понедельник за произвольную программу 171,21 балла. Мировой рекорд составляет 166,62 балла, который сама же Трусова установила на этапе Гран-при в Канаде в 2019 году. По сумме 2 программ Трусова набрала 248,63 балла, что больше, чем рекордная оценка Косторной 247,59 в финале Гран-при 2019 года. Однако Международный союз конькобежцев ИСУ не учитывает результаты на национальных турнирах, поэтому оценки Трусовой, полученные на этапе Кубка России в Казани, не будут приняты в качестве рекордов. Я сделала четверные сальхов, лутс, потом был тулуп с падением. Это легче всех четверных, но концентрации не хватает, а падение на каскаде лутс, Ридбергер не знаю почему получилось. Лед хороший. 2 раза вообще недопустимо падать, рассказала Трусова, которая к своим баллам в контексте мирового рекорда не относится слишком серьезно. Если бы не бонусы, баллы были бы меньше. «Я бонусы обычно не считаю», — отметила фигуристка, говоря о 3 бонусах от судей, которые предусмотрены в этом сезоне лишь на этапах Кубка России. Зато свой бонус преподнес ее тренер Плющенко после того, как они опоздали на вечерний поезд в Москву. «Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она королева четверных, королева фигурного катания. Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу», — сказал Плющенко. Косторная не спешит со сложностью. Косторная впервые показала свою произвольную программу авторства канадского хореографа Шолин Бурн, так как на сентябрьских контрольных прокатах она выступила лишь в короткой программе.
Чемпионка Европы не стала исполнять тройной аксель в произвольной, хотя высказывала накануне намерение пойти на этот элемент. Мы работаем в долгую, идем к крупным турнирам, я хочу до них добраться в хорошей форме. Это чемпионаты мира, Европы, Олимпиады и все крупные турниры. В связи с тем, что были грубые ошибки, помарки, и я ехала не так, как могу, было видно, что я прямо померла где-то в середине произвольной программы, это очень и очень хороший результат. Можно считать, что я справилась, отметила Косторная. Программа у Косторной очень хорошая, как и все постановки Шолин. Мне она понравилась, но видно, что она еще не накатана, ведь пока только начало сезона. И естественно очень жаль, что им, Косторной и Бурн, удалось поработать только по видеосвязи. Если бы постановка шла в реальных условиях, то Алена бы еще большему научилась у Шолин. Думаю, они все равно будут поддерживать связь, и компоненты Алены после улучшения программы еще улучшатся, поделилась мнением бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Родионова. Третье место на турнире заняла Майя Хромых, которая сумела существенно не отстать от двух уже титулованных фигуристок. От старта к старту ученица Этери Тутберидзе, с которой в Казани был тренер Сергей Дудаков, пытается исполнить четверной сальхов, но в понедельник она вновь с него упала. По ее словам, на каждой тренировке она примерно по 6 раз заходит на сальхов в 4 оборота, и 2-3 попытки получаются удачными. Достаточно тяжелый старт. Я довольно короткой, что собралась и показала свой максимум. Над произвольной еще очень много надо работать, отрабатывать сальхов, который опять не получился. И глупые ошибки вышли, как на хореографической дорожке, и на флипе ошиблась. Немного обидно, но есть над чем работать, отметила Хромых. Тарасова. Пока не вижу, за счет чего Косторная может обыграть Трусову. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова сказала, что на данный момент не видит, за счет чего чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная способна превзойти двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову, при условии чистого проката фигуристок. Косторная заняла второе место на 4-м этапе Кубка России в Казани, ставшем для нее первым турниром в сезоне. В сумме обеих программ она набрала 226,31 балла, уступив 22,32 балла победительнице соревнований Александре Трусовой. Алена показала нам, насколько она готова на сегодняшний день. Она еще не готова. У нее еще идет работа по восстановлению тройного акселя. Пожелаем ей его восстановить. Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши. Алене и Саше поставили практически одинаковую оценку за компоненты. Саша прибавила во второй оценке. Девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат, сказала Тарасова.